Урок 1. Зачарованная лампа. Привет, Анна. Вы когда-нибудь мечтали найти волшебную лампу? Эй, Джон, определенно. Было бы невероятно иметь волшебную лампу. Чего бы вы пожелали? Что ж, я бы хотела свободно говорить на всех языках. Как насчет тебя? Это интересное желание. Думаю, мне бы хотелось иметь возможность мгновенно телепортироваться куда угодно. Представьте себе место, которое мы могли бы исследовать. Абсолютно. Мы могли бы путешествовать по миру без особых усилий. Но как вы думаете, волшебные лампы действительно существуют? Сложно сказать. Они часто упоминаются в легендах и историях, но в основном это фольклор. Как вы думаете? Я настроен немного скептически, но мечтать об этом интересно. Если бы вы нашли волшебную лампу, какими бы были ваши 3 желания? Дай мне подумать. Во-первых, я хотел бы пожелать крепкого здоровья и счастья своим близким. Во-вторых, я хотела бы получить неограниченные знания. И в-третьих, я хотел бы иметь возможность приносить радость в Это жизнь людей. прекрасные пожелания. Здорово ставить во главу угла благополучия других. Мое второе желание — гармоничный мир, в котором все уважают различия друг друга. Но что касается моего третьего желания, я пока не уверен. Как насчет того, чтобы использовать свое третье желание для решения глобальных проблем, таких как бедность или изменение климата? Это прекрасная идея. Решение насущных глобальных проблем, несомненно, окажет долгосрочное воздействие. Я соглашусь с этим. Я рада, что вам понравилась эта идея. Если бы лампа была настоящей, мы могли бы вместе изменить мир к лучшему. Совершенно верно. Важно помнить, что даже без волшебной лампы мы все равно можем изменить мир к лучшему, делая маленькие шаги каждый день. Вы правы. Именно коллективные усилия отдельных людей приводят к значительным переменам. Давайте продолжим стремиться к тому, чтобы сделать мир лучше, шаг за шагом. Не могу не согласиться с этим. Вместе мы можем добиться долговременных результатов. Урок 2. Изучение диетических предпочтений. Привет, Анна. Есть ли у тебя особые диетические ограничения или предпочтения? Привет, Джон. Да, я придерживаюсь вегетарианской диеты. Как насчет тебя? Это интересно. У меня нет особых ограничений в питании, но я стараюсь придерживаться сбалансированной и здоровой диеты. Отлично. Важно прислушиваться к своему организму и питать его правильными продуктами. Что заставило вас принять этот подход? Что ж, я поняла, что внимательное отношение к тому, что я ем, может положительно повлиять на мое общее самочувствие. Я стала уделять больше внимания питательной ценности потребляемой пищи. Я полностью согласен. Хорошо сбалансированная диета может обеспечить нас энергией и питательными веществами, в которых нуждается наш организм. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы попробовать Да, какие-либо я уже думала специальные об этом. диеты? Существует множество диетических подходов, таких как средиземноморская диета или кетогенная диета. Выбор одного из них может оказаться непростой задачей. Я понимаю, что вы имеете в виду. Важно найти диету, соответствующую нашим индивидуальным потребностям и предпочтениям. Для меня хорошо быть вегетарианцем. Это правда. Все дело в том, чтобы найти то,
что лучше всего подходит для нашего тела и образа жизни. Есть ли у вас какие-либо советы для тех, кто хочет попробовать вегетарианскую диету? Абсолютно. Начните с добавления в пищу большего количества фруктов, овощей, бобовых и цельного зерна. Поэкспериментируйте с разными рецептами и вкусами, чтобы все было интересно. Это отличные предложения. Я обязательно попробую и изучу больше вариантов на растительной основе. Есть ли проблемы, с которыми вы сталкиваетесь как вегетарианец? Одна из проблем заключается в том, чтобы найти блюда, подходящие для вегетарианцев, когда вы обедаете в ресторане или посещаете общественные мероприятия. Однако в настоящее время большинство заведений удовлетворяют различным Это диетическим обнадеживает. потребностям, Приятно поэтому видеть, сделать что это все больше становится все ресторанов и проще. заведений становятся инклюзивными. Это позволяет каждому наслаждаться едой без ограничений. Именно так. Все дело в создании инклюзивной среды, в которой учитываются диетические предпочтения каждого. У вас есть другие вопросы о вегетарианстве? На данный момент нет. Вы предоставили ценную информацию о вегетарианском образе жизни. Я ценю вашу точку зрения и учту ее при изучении различных вариантов питания. Я рада, что смогла помочь. Помните, что важно прислушиваться к своему телу и принимать решения, соответствующие вашим ценностям и целям в области здравоохранения. Спасибо. Я буду иметь это в виду. Давайте продолжим изучать и узнаем больше о различных диетических предпочтениях и их влиянии на наше самочувствие. Урок 3. Отправляемся в новое путешествие. Привет, Анна. У тебя есть какие-нибудь советы для тех, кто только начинает новое дело? Эй, Джон, конечно. Во-первых, поставьте перед собой четкие цели. В своих действиях вы будете руководствоваться видением того, чего вы хотите достичь. В этом есть смысл. Цели дают чувство целеустремленности и мотивации. Каков ваш следующий совет? Мой следующий совет – разбивайте свое путешествие на более мелкие и выполнимые шаги. Решать все сразу может быть непросто, поэтому делайте это шаг за шагом. Я согласен. Разбивка задач на более мелкие задачи делает их более выполнимыми. Что еще следует иметь в виду новичкам? Важно сохранять настойчивость и не впадать в уныние из-за неудач. Помните, что прогресс требует времени, и каждый шаг вперед важен, каким бы маленьким он ни был. Это важное напоминание. Терпение и стойкость – ключевые факторы, когда вы начинаете что-то новое. Какой еще совет у вас есть? Окружите себя сетью поддержки. Обратитесь за советом к наставникам или пообщайтесь с единомышленниками, которые могут дать совет и поддержку. Очень важно иметь систему поддержки. Они могут дать рекомендации и помочь нам сохранить мотивацию. Какой у тебя пятый совет? Мой пятый совет – ориентируйтесь на рост. Будьте готовы учиться, адаптироваться и совершенствоваться по ходу дела. Рассматривайте проблемы как возможности для роста. Не могу не согласиться с этим. Ориентация на рост позволяет нам перенимать новый опыт и учиться как на успехах, так и на неудачах. Есть еще советы? Да. Празднуйте свои достижения, какими бы маленькими они ни казались. Признание вашего прогресса повышает уверенность в себе и мотивирует. Празднование важных событий очень важно.
Это помогает нам сохранять позитивный настрой и мотивацию в нашем путешествии. Есть ли у вас последние советы? Наконец, наслаждайтесь процессом. Окунитесь в азарт и научитесь ценить само путешествие, а не просто сосредотачиваться на конечном результате. Это прекрасный совет. Наслаждение путешествием делает весь этот опыт более приятным. Спасибо, что поделились этой ценной информацией. Урок 4. Сила сотрудничества. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, как совместная работа может помочь вам найти хорошие моменты, о которых вы раньше не знали? Эй, Джон, конечно. Сотрудничество с другими может открыть новые перспективы и идеи, которые мы, возможно, не рассматривали в одиночку. Это так. Работая вместе, мы используем разные сильные стороны и опыт, повышая качество нашей работы. Сотрудничество позволяет нам использовать коллективный интеллект, в котором уникальный вклад каждого может привести к инновационным решениям. Не могу не согласиться с этим. Удивительно, как объединение разных умов может пробудить творческий потенциал и почерпнуть новые идеи. Именно так. Сотрудничество с другими помогает нам опровергнуть собственные предположения и мыслить нестандартно. Это расширяет наш кругозор. Отличное замечание. Работа с другими побуждает нас выходить из зоны комфорта и открывать новые возможности. Также стоит отметить, что сотрудничество способствует формированию чувства единства и командной работы. Оно укрепляет отношения и укрепляет доверие между людьми. Совершенно верно. Сотрудничая, мы создаем благоприятную и инклюзивную среду, в которой ценится вклад каждого. Сотрудничество также позволяет нам достичь большего за меньшее время. Разделяя задачи и обязанности, мы можем достичь наших целей более эффективно. Это практическое преимущество. Разделение рабочей нагрузки позволяет нам использовать сильные стороны и опыт друг друга и добиваться лучших результатов. Еще одно преимущество сотрудничества – возможность непрерывного обучения. Мы можем перенимать опыт друг друга и приобретать новые знания и навыки. Вы абсолютно правы. Сотрудничество с другими людьми открывает перед нами новые перспективы и опыт, способствуя нашему личностному росту. Кроме того, сотрудничество способствует формированию культуры взаимной поддержки и поощрения. Мы можем радоваться успехам друг друга и вместе преодолевать трудности. Это очень важно. Сотрудничая, мы создаем позитивную и вдохновляющую среду, способствующую мотивации и производительности. Определенно. Сотрудничество помогает нам достичь коллективных целей и создает ощущение общего успеха. Это взаимовыгодная ситуация. Я полностью согласен. Силу сотрудничества нельзя недооценивать. Оно усиливает наши индивидуальные усилия и приводит к замечательным результатам. Совершенно верно. Давайте продолжим развивать сотрудничество и раскрывать потенциал совместной работы. Вместе мы сможем добиться больших результатов. Хорошо сказано. Давайте воспользуемся возможностями сотрудничества и окажем положительное влияние нашими коллективными усилиями. Урок 5. Свежие и ароматные блюда. Привет, Анна. Я купила фрукты и овощи. Какие фрукты вы купили?
Привет, Джон. Я собрал множество фруктов. У меня есть яблоки, апельсины и бананы. А как же ты? Звучит очень вкусно. Я купил клубнику, виноград и ананасы. Я хотела добавить в свой выбор тропические ароматы. Ананасы звучат освежающе. Мне нравится их сочная сладость. Ты тоже купил овощи? Совершенно верно. Я также купил несколько овощей. У меня есть морковь, брокколи и шпинат. Я хотела убедиться, что у меня хороший баланс питательных веществ. Отличный выбор. Морковь богата витаминами, а брокколи и шпинат – отличные источники минералов. Есть ли другие фрукты, которые вам нравятся? Да, я тоже фанат черники и арбузов. Они оба невероятно освежают и идеально подходят для лета. Я согласен. Черника богата антиоксидантами, а арбузы увлажняют и очень вкусны. Приятно иметь такое разнообразие вариантов. Совершенно верно. Разнообразный выбор фруктов и овощей гарантирует, что мы получаем широкий спектр питательных веществ для сбалансированного питания. Это так. Важно добавлять в блюдо цвета радуги, чтобы обеспечить хорошие сочетания витаминов и минералов. Не могу не согласиться с этим. Употребление разнообразных фруктов и овощей не только способствует хорошему здоровью, но и придает блюдам изюминку и вкус. Определенно. Приятно экспериментировать с различными комбинациями и рецептами с использованием этих свежих ингредиентов. Есть ли у вас любимые рецепты на основе фруктов? Один из моих любимых блюд – простой фруктовый салат с небольшим количеством меда и лимонным соком. Это освежающее и питательное лакомство. Звучит очень вкусно. Мне нравится готовить смузи из смеси фруктов и листовой зелени. Это быстрый и удобный способ получить заряд питательных веществ. Смузи – отличная идея. Это отличный способ включить в свой рацион разнообразные фрукты и овощи. Есть ли у вас какие-либо советы по выбору спелых фруктов? Выбирая фрукты, выбирайте те, которые твердые, но поддаются легкому давлению. Кроме того, обратите внимание на яркие цвета и приятный аромат. Это полезные советы. Очень важно выбирать спелые фрукты, чтобы обеспечить лучший вкус и питательную ценность. Спасибо, что поделились своими мыслями. Урок 6. Радость небольших групп. Привет, Анна. Я тут подумала, что мы приедем только вдвоем. Думаете, небольшой группе будет приятнее? Привет, Джон. Я согласен. Иногда небольшая группа позволяет вести более тесные беседы и устанавливать более глубокие связи. Это может быть очень приятно. Это правда. В небольшой группе мы можем уделять каждому человеку больше внимания и участвовать в содержательных обсуждениях. Совершенно верно. Здесь царит уютная и непринужденная атмосфера, в которой слышны голоса каждого, что способствует формированию чувства принадлежности. Не могу не согласиться с этим. В небольшой группе легче взаимодействовать и налаживать взаимопонимание. Это также позволяет лучше работать в команде. Да, в небольшой группе мы можем более тесно сотрудничать, делиться идеями и работать над достижением общей цели более согласованным образом.
Это хорошие замечания. Это также дает нам возможность внести активный вклад и существенно повлиять на результаты работы группы. Определенно. При меньшем количестве людей легче координировать и принимать решения, что приводит к более гладким и продуктивным обсуждениям. Я полностью согласен. Также стоит отметить, что небольшая группа создает ощущение безопасности и комфорта, позволяя людям свободно выражать свои мысли. Совершенно верно. Люди могут быть более склонны делиться своими мыслями и мнениями без давления со стороны широкой аудитории. Это так. Это создает благоприятную среду, в которой ценятся идеи каждого и способствует формированию культуры открытости и уважения. Да. В небольшой группе мы также можем адаптировать занятия и беседы к интересам и предпочтениям участников, что сделает их более приятными для всех. Я не мог бы сказать это лучше. Это позволяет нам персонализировать мероприятие и обеспечить каждому незабываемое и увлекательное времяпрепровождение. Верно. Кроме того, в небольшой группе легче налаживать связи и заводить более тесные дружеские отношения. Мы можем сосредоточиться на качественном взаимодействии. Совершенно верно. Это прекрасная возможность укрепить существующие отношения и создать новые связи, которые могут выходить за рамки собраний. Я полностью согласен с этим. Небольшие группы часто приводят к значимым связям и долговременным воспоминаниям. Это шанс создать что-то особенное. Хорошо сказано. Давайте насладимся радостью встречи в небольшой группе и проведем время вместе с пользой. Качество важнее количества. Определенно. Это будет приятный и полезный опыт только для нас двоих. Я с нетерпением жду этого. Я тоже. Я верю, что наша небольшая группа будет наполнена смехом, увлекательными беседами и чувством единения. Не могу не согласиться с этим. Давайте создадим прекрасные моменты и сохраним узы, которые мы установим. Это будет незабываемое время. Совершенно верно. Мы рады радости небольших групп и тому волшебству, которое они приносят. Приветствуем нашу предстоящую встречу. Урок 7. Варианты оплаты. Привет, Анна. Вы собираетесь заплатить наличными или использовать кредитную карту для покупки? Привет, Джон. Думаю, я воспользуюсь своей кредитной картой. Так удобнее, и я также могу заработать несколько бонусных баллов. Это хорошие замечания. Кредитные карты могут быть выгодны при ответственном использовании. Рассматривали ли вы какую-либо конкретную программу вознаграждений? Да, у меня есть карта, по которой можно получить кэшбэк за определенные покупки. Это отличный способ сэкономить немного дополнительных денег. Кэшбэк звучит как отличная льгота. Это все равно, что получать небольшое вознаграждение за повседневные расходы. Возможно, я тоже этим займусь. Совершенно верно. Стоит изучить различные варианты кредитных карт, чтобы найти ту, которая соответствует вашим потребностям и привычкам расходования средств. Я согласен. Важно выбрать кредитную карту с выгодными условиями, такими как низкие процентные ставки и минимальные комиссии. Определенно. Перед подачей заявки на кредитную карту очень важно прочитать текст мелким шрифтом и понять условия. Это мудрый подход. Это помогает избежать неожиданностей и гарантирует,
что вы примете взвешенное решение. Да. И очень важно ответственно использовать кредитные карты, своевременно погашая остаток, чтобы избежать накопления долгов. Главное – ответственное использование кредитной карты. Это помогает поддерживать хороший кредитный рейтинг и финансовую стабильность в долгосрочной перспективе. Совершенно верно. С другой стороны, ношение наличных может быть полезно для небольших транзакций или мест, где не принимают карты. Это правда. Наличие наличных денег обеспечивает гибкость, особенно в ситуациях, когда платежи по картам невозможны. Именно так. Всегда полезно иметь несколько способов оплаты, адаптированных к различным ситуациям и предпочтениям. Не могу не согласиться с этим. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс и использовать способ оплаты, который лучше всего подходит для каждой ситуации. Да. Будь то кредитная карта или наличные, наша цель состоит в том, чтобы совершать покупки легко и безопасно. Совершенно верно. Удобство, безопасность и вознаграждение – вот факторы, которые следует учитывать при принятии решения о том, как оплатить наши покупки. Хорошо сказано. Давайте сделаем осознанный выбор и воспользуемся преимуществами, которые могут принести различные способы оплаты. Я не мог бы сказать это лучше. Здесь за разумные платежные решения и финансовое благополучие. Приветствую вас. Урок 8. Удовольствие от мероприятия. Привет, Анна. Как тебе понравилось это мероприятие? Я отлично провожу время. Еда здесь очень вкусная. Привет, Джон. Я рад это слышать. Да, еда потрясающая. Мне особенно понравились закуски, которые они подавали. А, какие у них были закуски? Я их еще не пробовал. У них было множество вариантов. Были мини-слайдеры, брускетта и даже несколько хрустящих спрингроллов. Звучит фантастически. Я обязательно возьму их, пока они не закончились. Ты пробовал какой-нибудь из основных блюд? Да, у них был шведский стол с несколькими основными блюдами. Я попробовал курицу на гриле с жареными овощами, и она была очень вкусной. Курица на гриле с жареными овощами звучит как вкусное сочетание. Я обязательно попробую. Было ли что-то еще, что привлекло твое внимание? Совершенно верно. У них была живая суши-станция, где вы могли приготовить свои собственные роллы. Это был интересный опыт. Живая суши-станция звучит захватывающе. Мне нравятся суши, а возможность персонализировать роллы придает им неповторимый оттенок. Это был поистине уникальный опыт. Вам обязательно стоит попробовать. У них был широкий выбор свежих ингредиентов. Я определенно поеду туда в следующий раз. Спасибо за рекомендацию. У вас была возможность изучить варианты десертов. Да, стол с десертами был настоящим раем. У них был ассортимент тортов, пирожных и даже шоколадный фонтан. Шоколадный фонтан звучит просто небесно. Я сладкоежка, поэтому позже обязательно побалую себя десертами. Уверена, вам понравится. Шоколадный фонтан пользовался успехом среди гостей. Трудно удержаться от того,
чтобы окунуть фрукты в струящийся шоколад. Могу себе представить. Это восхитительное удовольствие. Помимо еды, у вас была возможность пообщаться с кем-нибудь интересным. Да. Я познакомился с интересными людьми и провел увлекательные дискуссии на различные темы, от путешествий до технологий. Это замечательно. Подобные мероприятия предоставляют прекрасную возможность пообщаться и обменяться идеями с единомышленниками. Совершенно верно. Это возможность расширить свой кругозор и перенять опыт и взгляды других людей. Хорошо сказано. Я благодарна за это событие и возможность познакомиться с новыми людьми. До сих пор это был незабываемый опыт. Не могу не согласиться с этим. Давайте извлечем максимум пользы из мероприятия и продолжим наслаждаться едой, беседами и всем, что оно может предложить. Определенно. Здесь вы сможете насладиться вкусами, найти новые знакомства и создать незабываемые воспоминания. Приветствую вас! Урок 9. Беседы о вязании. Привет, Анна. Каким вязанием ты занимаешься? Мне интересны разные проекты и техники. Привет, Джон. Я в основном вяжу шарфы и шапки. Это расслабляющее хобби, которое позволяет мне заниматься творчеством и делать практичные вещи. Звучит замечательно. Вязание может стать отличным способом расслабиться и в то же время создать что-то красивое. Совершенно верно. Это терапевтическое занятие, которое помогает мне снять стресс и сосредоточиться на настоящем моменте. Понимаю, как это пойдет на пользу. Какую пряжу вы обычно используете для своих проектов? Мне нравится экспериментировать с разными типами пряжи. От мягкой шерсти мериноса до ярких акриловых смесей, каждая пряжа придает готовому изделию неповторимый внешний вид. Это интересно. Я так и не поняла, насколько выбор пряжи может повлиять на конечный продукт. Да, текстура, вес и цвет пряжи могут полностью изменить внешний вид и общий вид вязаного изделия. Удивительно, как простая пряжа может быть превращена во что-то функциональное и красивое благодаря мастерству и креативности вязальщицы. Совершенно верно. Вязание позволяет превратить обычные материалы в произведения искусства и тепла ручной работы. Вы когда-нибудь пробовали более сложные узоры или узоры для вязания? Меня интересуют возможности, выходящие за рамки шарфов и головных уборов. Да, я изучила кружевное вязание и вязание кабелем, которые включают в себя более сложные узоры и техники. Это делает процесс еще более сложным и увлекательным. Звучит впечатляюще. Я восхищаюсь самоотверженностью и мастерством, необходимыми для создания таких сложных дизайнов. Спасибо. Это требует практики и терпения, но конечный результат всегда приносит пользу. Есть ли у вас любимые ресурсы или сообщества по вязанию, на которые вы подписаны? Мне бы очень хотелось узнать больше о вязании. Совершенно верно. Существует множество онлайн-платформ и групп в социальных сетях, посвященных вязанию. Они предлагают узоры, учебные пособия и поддерживают сообщество коллег-вязальщиц. Приятно это знать. Я обязательно воспользуюсь этими ресурсами, чтобы расширить свои знания и навыки.
Уверена, вам понравится. Вязание – это универсальное ремесло с безграничными возможностями. Я вижу апелляцию. Это способ выразить творческий потенциал, расслабиться и создать практичные вещи одновременно. Определенно. Вязание позволяет нам сбавить обороты, раскрыть свой творческий потенциал и создать что-то значимое. Хорошо сказано. За радость вязания, теплоту ручной работы и удовольствие от выполненного проекта. Приветствую вас. Урок 10. Захватывающее приключение. Привет, Анна. Вы когда-нибудь видели захватывающие военные фильмы, в которых рейнджеры прыгают с британского десантного корабля и убегают к подножию вражеских скал? Привет, Джон. Да, я видел несколько. Настойчивость и отвага солдат в этих сценах всегда вызывают у меня трепет. Невероятно, как они сталкиваются с опасностями лицом к лицу и мужественно преодолевают сложные ситуации. Совершенно верно. Такие моменты захватывают адреналин и решимость людей перед лицом невзгод. Это заставляет меня задуматься о физической и умственной силе, необходимой для того, чтобы выдерживать такие стрессовые ситуации. Да. Солдаты должны пройти тщательную подготовку, чтобы подготовиться к физическим нагрузкам и умственной стойкости, необходимым для ведения боевых действий. Я могу себе представить, насколько важна командная работа и доверие между солдатами в эти критические моменты. Определенно. В таких ситуациях, связанных с жизнью или смертью, прочная связь и эффективное общение могут сыграть решающую роль. Удивительно, как люди могут объединиться, независимо от их различий, для достижения общей цели. Да. Общая цель и дух товарищества между солдатами могут наладить связи на всю жизнь и создать чувство принадлежности. Мне всегда было интересно, что заставляет людей подвергать себя опасности ради других. Это серьезный вопрос. Это говорит о самоотверженности и самоотверженности тех, кто служит в армии. Я восхищаюсь их самоотверженностью и самоотверженностью. В них воплощены качества героизма и стойкости. Совершенно верно. Их храбрость и самоотверженность напоминают нам о том, как важно защищать и отстаивать то, во что мы верим. Это правда. Эти истории служат напоминанием о силе человеческого духа и способности к необычным поступкам. Они вдохновляют нас выходить за рамки наших возможностей и решать сложные задачи с решимостью и мужеством. В самом деле, даже в своей жизни мы можем черпать вдохновение в этих историях для преодоления препятствий и достижения наших целей. Это мощная перспектива. Истории героев могут вдохновлять нас своими личными путешествиями. Хорошо сказано. Давайте продолжим черпать вдохновение в этих историях о храбрости и направить эту энергию в нашу собственную жизнь. Урок 11. Составление бюджета на поездки. Привет, Анна. Планируя поездку, мы должны убедиться, что наш бюджет покрывает все наши расходы в пункте назначения. Привет, Джон. Ты абсолютно прав. Очень важно разумно планировать и соответствующим образом распределять средства, чтобы максимально использовать нашу поездку. Думаю, стоит изучить и оценить стоимость проживания, транспорта и питания перед отъездом. Определенно.
Четко понимая связанные с этим расходы, мы сможем избежать финансовых сюрпризов во время путешествия. Нам также следует учитывать любые дополнительные расходы, такие как входные билеты на достопримечательности или мероприятия, которые мы хотим посетить. Отличное замечание. Важно учесть эти дополнительные расходы, чтобы мы могли в полной мере насладиться всеми местами, которые мы планируем посетить. Я согласен. Было бы обидно упустить уникальный опыт из-за недостаточного бюджета. Совершенно верно. Мы хотим максимально использовать нашу поездку и оставить незабываемые воспоминания, не беспокоясь о финансах. Еще один аспект, который следует рассмотреть, заключается в выделении резервного фонда на случай непредвиденных ситуаций или чрезвычайных ситуаций. Это умная идея. Наличие страховочной сетки может обеспечить душевное спокойствие и позволить нам справиться с любыми непредвиденными обстоятельствами, которые могут возникнуть. Нам также следует изучить способы экономии денег, такие как поиск доступного жилья или использование общественного транспорта вместо такси. Да. Находчивость и поиск экономичных вариантов могут помочь нам увеличить бюджет и, возможно, даже продлить поездку. Важно найти баланс между тем, чтобы получать удовольствие от жизни и помнить о своих привычках расходования средств. Совершенно верно. Мы можем найти способы отлично провести время, не забывая при этом о своих финансовых ограничениях. Изучение местной кухни и поиск недорогих, но вкусных мест, где можно поесть, также могут способствовать более бюджетному отдыху. Отличное предложение. Дегустация местных блюд без больших затрат может стать приятной частью путешествия. Наконец, полезно отслеживать наши расходы во время поездки, чтобы не выходить за рамки бюджета. Я полностью согласен. Учет наших расходов может дать ценную информацию и помочь нам скорректировать расходы в случае необходимости. Таким образом, при тщательном планировании и составлении бюджета мы можем уверенно отправиться в путь, зная, что у нас есть финансовая подготовка. Совершенно верно. Осознавая свои расходы и принимая взвешенные решения, мы можем максимально использовать наши туристические приключения. Давайте с радостью откроем для себя новые направления и при этом будем ответственно относиться к своим финансам. Вас ждет незабываемое и бюджетное путешествие. Урок 12. Неожиданные встречи. Привет, Анна. Вы когда-нибудь сталкивались с моментом, когда вы шли и вдруг переставали слышать, как кто-то зовет вас по имени? Привет, Джон. Да, со мной такое уже случалось. Это всегда немного удивляет и заставляет задуматься, кто это может быть. Это как пауза во времени, когда вы слышите свое имя среди шума и суеты повседневной жизни. Совершенно верно. Как будто Вселенная хочет привлечь ваше внимание и установить связь с кем-то. А затем вы оглядываетесь по сторонам, пытаетесь найти источник голоса, надеясь узнать знакомое лицо. Именно так. Это похоже на мини-приключение в поисках того, кто вам позвонил. А иногда оказывается, что это старый друг или кто-то, кого вы не видели много лет. Да, эти встречи могут быть довольно неожиданными и вызвать прилив эмоций и воспоминаний. Удивительно, как один голос, называющий ваше имя, может вызвать у вас такую сильную реакцию.
Это как волшебный момент. Простой акт признания, который может украсить ваш день. Помню, как я шла по улице и услышала свое имя. Я оглянулся и увидел, что там был старый одноклассник из средней школы. Наверное, это стало приятным сюрпризом. Невероятно, как жизнь неожиданно возвращает людей на наш путь. Это определенно застало меня врасплох, но встреча была приятной. В итоге мы провели день, наверстывая упущенное и вспоминая. Эти спонтанные встречи могут привести к прекрасным связям и возобновлению дружеских отношений, которые со временем, возможно, исчезли. Совершенно верно. Это напоминание о том, насколько взаимосвязана наша жизнь, даже когда мы меньше всего этого ожидаем. И иногда не кто-то из наших знакомых, а незнакомец просто перепутал нас с кем-то другим. Да, такое тоже случается. Интересно видеть извиняющиеся выражения их лица, когда они осознают свою ошибку. Это может быть забавный и беззаботный момент, создающий кратковременную связь между двумя незнакомцами. Это говорит о том, что иногда, даже в самые обычные моменты, может произойти что-то необычное. Жизнь может удивлять нас, когда мы меньше всего этого ожидаем. Мы должны ценить эти неожиданные встречи. В самом деле, они напоминают нам о необходимости быть открытыми для новых впечатлений и принимать непредсказуемый характер жизни. Итак, в следующий раз, когда мы услышим наше имя, давайте сделаем паузу, осмотримся и посмотрим, какие сюрпризы нас ждут. Совершенно верно. Давайте воспользуемся этими неожиданными моментами и ценим связи, которые они приносят. Урок 13. Сила любопытства. Привет, Анна. Мне кажется, любопытство — это хорошо. Люди, которые интересуются чем-либо, многому учатся. Здравствуй. Не могу не согласиться с этим. Любопытство — движущая сила исследований и получения новых знаний. Совершенно верно. Когда нам интересно, мы задаем вопросы и ищем ответы, что приводит к более глубокому пониманию окружающего мира. Любопытство подпитывает наше желание учиться и открывать. Оно открывает двери для безграничных возможностей и расширяет наш кругозор. Удивительно, как любопытство может способствовать творчеству и инновациям. Это заставляет нас мыслить нестандартно и находить уникальные решения. Любопытство также помогает нам воспринимать разнообразие и разные точки зрения. Это побуждает нас ценить чужой опыт и учиться на нем. Это правда. Когда нам интересно, мы более открыты и готовы выслушать разные точки зрения. Любопытство делает наш ум активным и вовлеченным. Это предотвращает стагнацию и способствует личностному росту. Совершенно верно. Это как постоянная жажда знаний, которая продвигает нас вперед в нашем учебном процессе. А прелесть любопытства в том, что оно не знает границ. Нам может быть интересно что угодно, от науки и истории до искусства и культуры. Это правда. Есть что-то захватывающее в том, чтобы узнать больше и углубиться в предмет, вызывающий наше любопытство. Любопытство также помогает нам преодолевать трудности. Оно побуждает нас искать решения и мотивирует преодолевать препятствия.
Отличное замечание. Когда нам интересно, мы охотнее преодолеваем трудности и находим способы их преодоления. И что самое приятное, любопытство заразительно. Когда мы выражаем свое любопытство, это пробуждает любопытство и у других. Отличное замечание. Развивая культуру любопытства, мы создаем среду, в которой обучение процветает. Итак, давайте проявим наше любопытство и продолжим исследовать, учиться и развиваться в нашем жизненном путешествии. Совершенно верно. Давайте будем проявлять любопытство, задавать вопросы и никогда не перестанем искать знания. В мире так много всего, что ждет своего открытия. В самом деле, любопытство — это ключ, открывающий двери к безграничным возможностям. Давайте оставим разум открытым, а любопытство — живым. Впереди любопытство и удивительные приключения и открытия, которые нас ждут. Ура! Урок 14. Красота выбора. Привет, Анна. Вы когда-нибудь задумывались об увеличении груди? Во время этой операции в грудь имплантируют искусственное вещество, чтобы увеличить ее размер. Здравствуй. Да, это тема, о которой говорили многие женщины. Увеличение груди — это индивидуальный выбор, который варьируется от человека к человеку. Совершенно верно. Важно признать, что каждый человек может свободно принимать решения в отношении своего тела. Верно. То, что может быть правильным выбором для одного человека, может отличаться для другого. Важно не судить других по их решениям, особенно когда речь идет о решениях, влияющих на внешность. Именно так. У каждого человека есть свои причины и соображения при принятии решения об увеличении груди. И очень важно уважать и поддерживать их самостоятельность в принятии таких личных решений. Совершенно верно. Поддержка друг друга и развитие позитивного настроя позволяют людям чувствовать себя уверенными в своих решениях. Также важно помнить, что красота бывает разных форм и размеров. Она не определяется какими-либо конкретными физическими характеристиками. Отличное замечание. Красота разнообразна, и именно уникальные качества и характеристики делают каждого человека особенным. Принимая разнообразие и поощряя индивидуальный выбор, мы создаем более инклюзивное и принимающее общество. Именно так. Давайте будем поощрять культуру принятия, при которой каждый чувствует себя комфортно и уверенно в своей шкуре. И давайте вспомним, что наша ценность определяется не нашей внешностью, а содержанием нашего характера. Хорошо сказано. Истинная красота излучается изнутри и отражается в том, как мы относимся к другим и в доброте, которую мы проявляем. Совершенно верно. В конце концов, именно те качества, которые делают нас такими, какие мы есть. Поэтому давайте отпразднуем выбор, разнообразие и самопринятие и поддержим друг друга на пути к счастью и самореализации. Не могу не согласиться с этим. Давайте будем выступать за бодипозитив и будем способствовать созданию мира, в котором каждому будет комфортно быть самим собой. Мы должны принимать индивидуальные решения и ценить красоту, которая таится в каждом из нас. Ура!
Ура! Пусть мы и дальше вдохновляем и вдохновляем друг друга, ценим уникальную красоту, сияющую изнутри. Урок 15. Язык цветов. Привет, Анна. Когда дело доходит до твоей светлой кожи, я думаю, тебе отлично подойдут пастельные или яркие цвета. Здравствуй. Это интересное предложение. Цвета действительно могут существенно повлиять на то, как мы выглядим и чувствуем себя. Совершенно верно. Цвета способны вызывать определенные эмоции и создавать разные визуальные впечатления. Удивительно, как разные цвета могут передавать окружающим разные настроения и сообщения. Это правда. Цвета могут быть формой невербального общения, выражая нашу индивидуальность и стиль. Итак, какие цвета, по вашему мнению, дополнят красивую кожу? Что ж, пастельные тона, такие как светло-розовый, голубой или мятно-зеленый, могут придать образу мягкий и нежный вид. Понимаю. Пастельные тона действительно оказывают нежное и успокаивающее действие. А как насчет ярких цветов? Яркие цвета, такие как яркий красный, синий или солнечный желтый, могут добавить энергии и создать смелый образ. Яркие цвета действительно могут оказать сильное влияние и привлечь внимание. Интересно, как разные цвета могут вызывать разные чувства. Совершенно верно. Цвета оказывают психологическое влияние на наши эмоции и даже могут влиять на наше восприятие. Это очень интересно. Это показывает, насколько сильно цвета влияют на наш опыт и взаимодействие с миром. Определенно. Вот почему так важно выбирать цвета, которые позволяют нам чувствовать себя уверенно и отражают наш индивидуальный стиль. Я согласен. Выбор цветов может стать выражением нашей индивидуальности и помочь нам почувствовать себя более привязанными к самим себе. Также интересно рассмотреть культурные ассоциации с цветами. В разных культурах могут быть разные интерпретации и значения определенных цветов. Отличное замечание. Цвета могут иметь культурное значение и различаться по своей символике в разных обществах. Поэтому при выборе цвета для одежды или окружения стоит учитывать не только личные предпочтения, но и культурный контекст. Совершенно верно. Обращая внимание на выбранные цвета, мы можем создать гармоничную и содержательную среду. И давайте не будем забывать, что цвета также могут быть источником вдохновения и творчества в различных видах искусства и дизайна. В самом деле, цвета использовались на протяжении всей истории, чтобы вызывать эмоции, рассказывать истории и создавать визуальные шедевры. Итак, давайте начнем использовать язык цветов для самовыражения, поднятия настроения и создания ярких впечатлений. Не могу не согласиться с этим. Цвета приносят радость и добавляют красоту в нашу жизнь. Давайте воспользуемся ими по максимуму. Вас ждет красочный образ жизни и безграничные возможности, которые открывают цвета. Ура! Урок 16. Удовлетворение ваших потребностей. Привет, Анна, я так понимаю, ты ищешь место для ночлега. Позвольте мне проверить, есть ли номер для вашего пребывания. Здравствуй. Это было бы здорово. Я надеюсь найти удобное и просторное жилье.
Совершенно верно. В люксе вам будет больше места и удобств, которые сделают ваше пребывание приятным. Звучит превосходно. Спасибо, что вы проверили наличие свободных мест. Хорошие новости. У нас есть номер, доступный на указанные вами даты. Это роскошное помещение с прекрасным видом. Это просто фантастика. Можете ли вы рассказать мне больше об удобствах, включенных в люкс? Конечно. В люксе есть двуспальная кровать, отдельная гостиная, отдельный балкон и полностью оборудованная мини-кухня. Ух ты! Звучит замечательно. Наличие мини-кухни было бы удобно готовить себе еду во время пребывания. Совершенно верно. Кухня оборудована плитой, мини-холодильником, микроволновой печью и всей необходимой посудой. Приятно это слышать. Было бы здорово иметь возможность приготовить себе еду, если захочу. Кроме того, в люксе можно бесплатно посещать наш спа-салон и фитнес-центр, чтобы вы могли расслабиться и вести активный образ жизни во время пребывания. Это отличный дополнительный бонус. Я определенно буду признателен за несколько вариантов отдыха и упражнений. Рада это слышать. Мы стремимся предоставить нашим гостям всестороннее впечатление во время их пребывания. Кажется, вы продумали все, чтобы сделать пребывание комфортным и приятным. Мы стремимся превзойти ожидания наших гостей. Ваше удовлетворение – наш главный приоритет. Я ценю твою внимательность. Приятно осознавать, что мои потребности удовлетворяются. Нам очень приятно. Мы хотим, чтобы у вас остались незабываемые и приятные впечатления от пребывания у нас. Спасибо за помощь. Я с нетерпением жду моего предстоящего пребывания в номере. Мы вам очень рады. Мы будем рады приветствовать вас и предоставить вам наилучший сервис. Мне не терпится ощутить комфорт и роскошь этого люкса. Еще раз спасибо. Нам очень приятно. Мы позаботимся о том, чтобы ваше пребывание было исключительным во всех отношениях. Скоро увидимся. Урок 17. Переопределение стандартов красоты. Привет, Анна. Вы когда-нибудь замечали, как люди часто ассоциируют привлекательность с стройностью, когда видят фотографии модных моделей? Здравствуй. Да, в обществе довольно часто считают стройность эталоном красоты. Очень жаль, что эти изображения могут вызвать нереалистичные ожидания и повлиять на самовосприятие людей. Совершенно верно. Идея о том, что привлекательность определяется исключительно стройностью, представляет собой узкую перспективу. Красота бывает разных форм и размеров. Важно учитывать разнообразие и пересматривать стандарты красоты. Не могу не согласиться с этим. Красоту следует ценить во всех ее проявлениях, а не ограничиваться одним идеалом. Именно так. Мы должны ценить уникальность и индивидуальность, которые привносит каждый человек. Очень важно продвигать позитивный образ тела и побуждать людей любить и принимать себя такими, какие они есть. Совершенно верно. Мы должны сосредоточиться на внутренних качествах, таких как доброта, уверенность и сострадание,
которые действительно делают человека привлекательным. Красота – это не только внешний вид. Речь идет о том, как человек ведет себя и относится к другим. Это замечательное замечание. Истинная красота излучается изнутри и отражается в наших действиях и взаимодействиях. Очень важно бросить вызов узким стандартам красоты и продвигать более инклюзивный и целостный взгляд на привлекательность. Мы должны ценить разнообразие и поощрять позитивные образцы для подражания, представляющие разные типы телосложения и происхождения. Таким образом, мы можем дать людям возможность раскрыть свою уникальную красоту и создать более инклюзивное общество. Совершенно верно. Давайте будем поощрять любовь к себе и принятие, ценить красоту, которая есть в каждом человеке. Вместе мы сможем пересмотреть стандарты красоты и создать более инклюзивную и благоприятную среду для всех. Принятие разнообразия и отказ от узких стандартов красоты – это шаг к более сострадательному и понимающему миру. Не могу не согласиться с этим. Давайте воспользуемся внутренней красотой и оценим красоту других. Пришло время по-новому взглянуть на красоту и отметить уникальность, которая делает каждого из нас привлекательным. В самом деле, давайте распространять позитив, признание и любовь, подчеркивая, что истинная красота не знает границ. Совершенно верно. Вместе мы сможем вдохновить на перемены и создать мир, в котором каждый будет чувствовать себя ценным и красивым. Спасибо за содержательный разговор. Давайте продолжим продвигать бодипозитив и переосмысливать красоту в нашей повседневной жизни. Добро пожаловать! Было приятно обсудить с вами эту важную тему. Давайте продолжим распространять идеи инклюзивности и принятия себя. Урок 18. Изучение туристических объектов. Привет, Анна! Планируя поездку, вы можете сравнить цены на туристических сайтах или рассмотреть возможность аренды дома для отдыха. Здравствуй! Отличное замечание! Очень важно изучить различные варианты, чтобы найти лучшее жилье, соответствующее нашим потребностям. Совершенно верно. Туристические сайты часто предлагают широкий выбор отелей, от недорогих до роскошных. Удобно сравнивать цены и читать отзывы других путешественников, чтобы принять обоснованное решение. Определенно. Отзывы могут дать ценную информацию о качестве и услугах, предлагаемых в различных отелях. Мне также интересно рассмотреть возможность аренды загородного дома. Это может предложить уникальные и по-домашнему уютные впечатления. Аренда загородного дома может быть отличным вариантом, особенно для семей или больших групп. Это обеспечивает больше места и уединения. Это правда. Домашняя обстановка может сделать пребывание более комфортным и приятным. Дома отдыха часто оснащены полностью оборудованными кухнями, что позволяет готовить себе еду и экономить на расходах на питание. Это существенное преимущество. Это дает вам возможность готовить и наслаждаться едой в удобное для вас время. Кроме того, дома для отдыха могут иметь такие удобства, как частные бассейны, сады или место для отдыха, которые улучшают общее впечатление. Звучит замечательно. Как будто во время отпуска вы окажетесь в райском уголке.
В самом деле, стоит рассмотреть возможность аренды жилья для отдыха, особенно если вы предпочитаете более индивидуальный и независимый отдых. С другой стороны, отели предоставляют такие удобства, как обслуживание номеров, консьерж и рестораны на территории отеля, что может быть удобно. Совершенно верно. Отели предлагают широкий спектр услуг, отвечающих потребностям разных путешественников. Все зависит от наших предпочтений и того, какие впечатления мы хотим получить во время поездки. Именно так. Будь то комфорт и удобство отеля или уют загородного дома, есть варианты на любой вкус. Важно учитывать такие факторы, как местоположение, бюджет и конкретные потребности наших попутчиков. Заблаговременное планирование и изучение различных вариантов размещения помогут нам найти лучший вариант, соответствующий нашим требованиям. Это правда. Все дело в том, чтобы найти баланс между комфортом, доступностью и желаемыми впечатлениями. Совершенно верно. Изучая различные варианты, мы можем принимать обоснованные решения и улучшать впечатления от путешествий. Спасибо, что поделились этими идеями. При планировании поездки всегда полезно учитывать разные точки зрения. Добро пожаловать! Я рада, что смогла принять участие в обсуждениях наших путешествий. Давайте продолжим исследовать мир и оставим незабываемые воспоминания. Совершенно верно. Впереди захватывающие приключения и открытие новых мест. Ура! Ура! Пусть наши путешествия будут наполнены радостью, открытиями и прекрасными условиями проживания. Урок 19. Навигация по направлениям. Привет, Анна. Вы когда-нибудь замечали, что она находится справа, как только вы переходите улицу? Здравствуй. Да, при навигации по новой местности очень важно обращать внимание на указания. Совершенно верно. Знание того, на какую сторону повернуть, избавит нас от ненужных обходных путей. Всегда полезно сориентироваться и составить мысленную карту окружающей среды. Определенно. Зная о достопримечательностях и дорожных знаках, нам будет легче ориентироваться. Иногда также полезно узнать дорогу у местных жителей, если мы не уверены в конкретном месте. Это правда. Местные жители могут поделиться ценной информацией и указать нам правильное направление. Важно помнить, что названия и адреса улиц могут отличаться в разных городах и странах. В самом деле, ознакомление с местными правилами присвоения имен поможет избежать путаницы. Кроме того, использование приложений GPS-навигации на наших смартфонах может стать надежным инструментом для поиска пункта назначения. Отличное замечание. Приложения GPS могут предоставлять пошаговые инструкции и обновлять информацию в режиме реального времени. Тем не менее, всегда полезно сопоставлять указания, предоставленные приложением, с нашими собственными наблюдениями. Совершенно верно. Использование только технологий может привести к неожиданным сюрпризам или ошибкам. Уделение внимания визуальным сигналам, таким как достопримечательности или примечательные здания, поможет нам не сбиться с пути. Это правда.
Визуальные сигналы могут служить надежными ориентирами, особенно в местах, где уличные знаки могут быть нечетко видны. Также важно помнить о правилах дорожного движения и пешеходных переходах при перемещении по улицам. Определенно. Безопасность всегда должна быть приоритетом при переходе улиц или прогулках по незнакомым местам. В некоторых местах принято ходить по определенной стороне тротуара или оставаться на специально отведенных пешеходных дорожках. Соблюдение местных обычаев и соблюдение правил дорожного движения могут способствовать более комфортной навигации. Совершенно верно. Давайте не будем забывать о том, что нас окружает, обращаться за помощью в случае необходимости и доверять своим инстинктам. Отличный подход. Оставаясь наблюдательными и способными адаптироваться, мы можем уверенно исследовать новые места. Спасибо за эту содержательную беседу. Навигация по указаниям иногда бывает сложной задачей, но с практикой все становится проще. Добро пожаловать! Было приятно обсудить с вами эту тему. Давайте продолжим развивать наши навыки навигации и уверенно исследовать мир.